Лиам Нисон. Видимо, я до сих пор под впечатлением, которое меня не отпускает от его роли в фильме «Заложница», после которого я начал смотреть практически все выходящие в свет фильмы с участием этого актера, где он, по сути, стал заложником роли, ну вы поняли, да, заложником роли фильма «Заложница». Ладно. В принципе, и такие роли, и такие герои нужны, но годы идут, и образ крутого парня, который решает любую проблему кулаками, уже не смотрится так убедительно. И это даже не то, что не смешно наблюдать, а даже печально. Лиам Нисон боролся с террористами, мафиози, инопланетянами, нацистами, британской армией, лордами ситхов, Бэтменом, со своими воспоминаниями, памятью и даже сексуальными грешками Америки 20 века. И теперь огромному, почти под 2 метра ростом, 69-летнему актеру, у него как раз в начале июня была днюха, дай бог ему крепкого здоровья, теперь-то ему грозит большая опасность, самая огромная угроза в его карьере. Это лед. Судя по этим 3 обложкам к фильмам «Схватка», «Холодная погоня» и вот уже «Ледяной драйв», борьба у него затянулась. Это пранк, который вышел из-под контроля. И если в конце концов лед победит, то в скором времени Лиам Нисон предстанет в таком образе. Но вообще озвученные ранее фильмы, они никак друг с другом не связаны. Кстати, «Схватка», насколько мне помнится, я правда смотрел его 10 лет назад, не ручаюсь, показался очень неплохим фильмом, спустя время не пересматривал, но все же думаю, что многим зайдет. Давайте к свежеиспеченному фильму «Ледяной драйв». На постере мы видим лицо Лиама Нисона. Хоть тут и присутствуют другие не менее известные актеры, такие как Лоуренс Фишборн и Холт Маккеллани, все же обложка отражает действительность, и все события будут крутиться вокруг него. Он главный герой, остальным выделено очень немного экранного времени. Описание к фильму гласит, что нам покажут север Канады, ненадежный апрельский лед, вес грузовиков 30 тонн, проехать по замерзшей поверхности озера возможно только на определенной скорости, а остановка или ускорение означает верную смерть. Но именно такая задача стоит перед колонной грузовиков, только они могут спасти людей, которые оказались в обрушившейся алмазной шахте. Однако ни трескающийся лед под колесами или там снежная буря не сравнятся с испытаниями, которые ждут водителей впереди. И на этом описание заканчивается, но по сути все испытания как раз таки с этим и связаны. Это по большей части трескающийся лед, снежная буря. Злодейского фактора в лице человека не так уж и много, и, конечно же, куда без алчной, зловещей корпорации, хотя она в целом очень даже добрая, светлая и хорошая, просто, какие-то отдельные ее элементы, они плохие, злые дядьки. Фильм «Ледяной драйв» сразу начинается с завязки, с трагических событий. В результате взрыва на шахте в Манитобе, это Канада, 26 горняков оказались в ловушке. Главный герой по имени Майк в исполнении Лиама Нисона и его брат Гурти, они работают в транспортной компании. Гурти, его брат, он ветеран войны в Ираке, страдающий посттравматическим стрессовым расстройством и афазией, афазией, что становится причиной для постоянной смены места работы, даже жительства, так как все вокруг над братом Майка издеваются, и он, конечно же, не дает брата в обиду и всем бьет морды. Вдруг Майку становится известно, что в Виннипеге нужны дальнобойщики для опасной работы, доставить груз по ледяной дороге, и они решают подать заявку. Герой Лоуренса Фишборна — это еще один дальнобойщик, который соглашается возглавить опасную спасательную операцию, чтобы помочь доставить спасательный груз к аварийному руднику. Он же и нанимает Майка и Герти вместе с молодой женщиной Танту. Также присоединяется к ним мужчина, который утверждает, что отвечает за оценку страховых рисков. Между тем, застрявшие шахтеры общаются с руководителями, владельцами этих шахт через азбуку Морзе. Вот в целом сюжет и завязка картины. И хочется сослаться на название еще одного недавнего свежего релиза на Netflix, что вроде все выглядит гладко на бумаге. Я на этот фильм тоже выпускал отзыв, можете посмотреть. Но на деле все иначе. То есть сама идея, задумка фильма, честно говоря,
который сможет держать напряжение, она классная. Она заставит переживать, что в действительности, если нести или вести тяжелый груз слишком медленно, то лед провалится, а если слишком быстро, то создаются волны, которые раскалывают лед, и само собой с тяжелым грузом нельзя стоять на месте, и нужно ехать все время идеально с определенной скоростью. Но половина диалогов, а они важны, особенно когда это драматический фильм, который вызывает напряжение и так далее, звучат примерно как: вы что, шутите надо мной? Это что, шутка? Так, не шути так. За такие шутки бывают в зубах промежутки. Фильм «Ледяной драйв», да, местами заставляет нас поверить в то, что герои в опасности, что им сложно преодолеть эту стихию, что им действительно тяжело. Но потом все только что выстроенные заслуги портит плохой графоний, то есть взрывы какие-то мультяшные, лавины тоже такие же и комичные трещины. Быстро выветривают весь прежний саспенс. Ну а экшен тут это 70-летний Лиам Нисон вырубает с ударом мужика, молодой парень не может догнать 70-летнего Лиама Нисона. И еще порция ударов от поджарого Лиама Нисона. В общем, если вы любите Лиама Нисона, посмотрите фильм «Неизвестный воздушный маршал» или там на какой-нибудь крайняк комедийный боевик «Команда А». Если же вам все-таки нужен и снег, и холод, и Лиам Нисон, то гляньте фильм «Схватка». Если же вы любите Лиама Нисона, снег, холод и, я не знаю, грузовики, то так уж и быть, посмотрите фильм 2 годами ранее вышел «Снегоуборщик» в русской локализации. А «Ледяной драйв» это мимо, 2 часа впустую. Единственный момент, который мне понравился, потому что я стреманулся при просмотре, это когда катушка от грузовика оторвалась, полетела в экран, без всяких 3D, было очень убедительно. И это все. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, если вам понравился этот ролик. Пишите в комментариях, что вы думаете про отзыв или сам фильм «Ледяной драйв». Спасибо за просмотр. Пока.